Джао — это ледяной агент защиты, который на практике выполняет роль мощного универсального саппорта. Она усиливает как атакующих агентов, так и агентов аномалий. При этом эффективность ее бафов и части атак напрямую зависит от показателя Max HP. Это сразу определяет ее стиль игры и сборки. Джао не является классическим танком или источником урона. Ее основная задача — максимально раскрывать потенциал команды. Во время боя под портретом Джао отображается особая шкала — очки обморожения. Когда она заполняется, Джао может израсходовать ресурс для активации эфирной завесы «Источник». Именно это состояние лежит в основе всей ее механики и отвечает за основную ценность персонажа. Грамотное управление шкалой и тайминг активации завесы — ключ к эффективной игре за Джао. Несмотря на то, что Джао умеет создавать эфирную завесу, лучше всего она проявляет себя не в командах с упором на разрушение, а именно в составах с атакующими агентами и агентами аномалий. При правильной игре она дает всей команде плюс 1000 к силе атаки, а также до 40% бонуса к урону, причем оба эффекта напрямую завязаны на активацию эфирной завесы. В дополнение к этому Джао способна наносить небольшой урон и накапливать оглушение за счет своей заряженной базовой атаки «Окончательный вердикт», которая может срабатывать даже вне поля боя после определенных действий. Ключевой пассивный навык и дополнительная способность. Ключевой пассив Джао дает 1,4% шанса критического удара за каждые 1000 единиц ее начального Max HP. Подчеркнем, учитывается именно показатель из окна характеристик, без боевых бонусов. У этого эффекта нет жесткого лимита. Теоретически он может расти бесконечно, но на практике обычно составляет примерно 35-40% шанса крита при стандартной сборке. Это делает вложения в HP крайне выгодными. Здесь же подробно описана ее уникальная механика. Очки обморожения имеют максимум 100 единиц и накапливаются следующим образом. Каждые 3 секунды, когда активный персонаж попадает по врагу, шкала получает 6 очков. Некоторые умения дают дополнительную генерацию ресурса. Так, цепная атака дает 5 очков, а усиленная особая атака и ультимейт по 20 очков каждая. При достижении 100 очков Джао может активировать эфирную завесу «Источник», но здесь есть несколько важных нюансов. Активация полностью расходует накопленные очки обморожения, а сама завеса действует 40 секунд. Повторная активация не продлевает ее длительность, она просто заминеряет предыдущую версию. Кроме того, эфирная завеса никогда не активируется автоматически. Самый простой способ — обычная смена персонажа на Джао, которая запускает ее навык входа, наносит урон и сразу же дает быструю помощь. Но если Джао выходит на поле боя через защитную помощь, навык входа не срабатывает. В этом случае без проблем можно активировать завесу через ее помощь с последующим ударом. Если же Джао уже находится на поле боя, она может активировать эфирную завесу, используя усиленную особую атаку, ультимейт, базовую атаку «Окончательный вердикт». Если во время применения любого из этих умений шкала достигает 100 очков, эфирная завеса «Источник» активируется мгновенно. Эта гибкость особенно важна, потому что бонус плюс 1000 силы атаки, который дает Джао, действует 50 секунд и накладывается каждый раз при активации эфирной завесы. Чтобы поддерживать его постоянное действие, особенно с учетом дополнительной способности, Джао необходимо регулярно обновлять завесу, а не просто копить ресурс. Дополнительная способность усиливает ее роль саппорта еще сильнее. Пока Джао находится в эфирной завесе, если в команде есть атакующие агенты, агенты аномалий или поддержка, она дает всей группе до 40% бонуса к урону. Этот эффект масштабируется от начального Max HP и достигает максимума при 27 тысячах HP, из-за чего HP-проценты драйв-диски в 4 и 5 слотах фактически обязательны. Важно отметить, что эфирная завеса не обязательно именно версии источника и даже не обязательно должна принадлежать Джао, но на практике в ее командах именно она почти всегда является единственный стабильный источник завесы. В итоге, несмотря на то, что бонус к боевой атаке длится 50 секунд, для полного раскрытия потенциала Джао необходимо активировать завесу примерно раз в 40 секунд, что делает управление очками обморожения критически важным. Базовые атаки. У Джао есть две базовые атаки — стандартная серия «Ледяной приговор» и заряженный удар «Окончательный вердикт». Обычная серия практически не имеет практической ценности и используется крайне редко.
Окончательный вердикт куда более важная часть ее набора. Формально его можно использовать, зажав кнопку базовой атаки, но это неэффективно. Вместо этого зарядка атаки автоматически начинается после следующих действий. Помощь с последующим ударом, усиленная особая атака, цепная атака, ультимейт. Навык входа. Зарядка может длиться до 5 секунд, и в это время Джао можно свободно сменить, атака продолжит готовиться без ее присутствия на поле. Когда зарядка завершается или атака принудительно выпускается, удар наносит базовый множитель около 140%, что само по себе выглядит слабо. Однако ключевая особенность в том, что за каждую секунду зарядки к урону добавляется 24% от макс HP Джао. На практике это не делает Джао полноценным дамаг-дилером, но поскольку атака происходит практически бесплатно и без затрат времени, она становится приятным бонусом. Важно помнить, что во время самой анимации удара Джао кратковременно блокируется от смены персонажа, поэтому неаккуратный тайминг все же может быть наказан. Помощь. С навыками помощи ситуация интереснее. Быстрая помощь и защитная помощь работают стандартно, при этом защитная помощь, как и у большинства защитников, расходует всего 1 очко помощи. Главная особенность – помощь с последующим ударом, которая во время действия эфирной завесы может вызвать быструю помощь следующего персонажа. Этот эффект не привязан к активации эфирной завесы «Источник» и может использоваться в любой момент, пока завеса активна. Однако сама атака довольно медленная, поэтому ее эффективность сильно зависит от сборки и используемых драйв-дисков. Навык входа Джао также считается навыком помощи. Более того, его активация приравнивается к быстрой помощи, поэтому эффекты, реагирующие на нее, например, накопление зарядов некоторых сетов, корректно срабатывают. Особые атаки. Обычная и усиленная особая атака Джао расходует 5% ее текущего HP, предоставляя эффект восстановления 1,7% от макс HP в секунду на 5 секунд. Этот эффект имеет общий кулдаун 30 секунд для обоих умений и не играет решающей роли. Гораздо важнее то, что усиленная особая атака может вызывать быструю помощь во время действия эфирной завесы «Источник» и сохранить аптайм ключевых бафов, поэтому использовать ее все же необходимо. Лучшие билды для Джао. Саппорт билд Джао. Основной и наиболее эффективный билд для Джао — это сборка через HP, которая максимально усиливает ее командные бафы и одновременно повышает ценность ключевого пассивного навыка. В этом варианте Джао полностью раскрывается как универсальный саппорт для атакующих агентов и агентов аномалий. Лучший амплификатор. Сладковатая зайка. Это лучший вариант для Джао без каких-либо оговорок. Двигатель отлично синергирует с ее стилем игры, усиливая выживаемость и косвенно повышая эффективность бафов за счет роста HP. Он идеально вписывается в роль персонажа, который регулярно выходит на поле, активирует эфирную завесу и тут же передает инициативу союзникам. Альтернативные амплификаторы. Если сладковатая зайка недоступен, есть несколько достойных замен. Оригинальный трансформатор. Хороший вариант, который дает HP и подходит для саппорт-сборки, особенно на ранних и средних этапах прогрессии. Заячья корзинка. Чуть более ситуативный выбор, но все еще рабочий. Подходит, если вам не хватает вспомогательных статов или вы хотите немного сгладить ротации. Все эти варианты уступают сладковатой зайке, но позволяют Джао уверенно выполнять свою роль в команде. Сеты драйв-дисков. Оптимальная комбинация для саппорт-сборки выглядит следующим образом. Астральный голос – 4 предмета. Этот сет является ключевым. Он усиливает взаимодействие через помощь и одновременно повышает цельность ключевого пассивного навыка. В реальных боях заметно повышает общую эффективность команды. Сказание Юнькуй – 2 предмета. Двухпредметный бонус отлично дополняет сборку, усиливая характеристики, от которых Джао получает прямую выгоду. Это один из самых стабильных и универсальных вариантов для нее. Основные характеристики драйв-дисков. При выборе основных статов приоритет выглядит так. 6-й слот – HP или восстановление энергии. 5-й слот – HP. 4-й слот – HP или крит урон. Выбор между HP и альтернативными статами зависит от вашего подхода. Полный упор в HP дает максимальные бонусы для урона команды, тогда как восстановление энергии или крит урон делают геймплей чуть более плавным и комфортным. Дополнительные характеристики – сабстаты.
В сабстатах стоит искать HP процентов, плоская HP, крит урон. HP процентов остается абсолютным приоритетом, так как напрямую усиливает почти все ключевые механики Джао. Крит урон полезен вторично и больше влияет на ее личный вклад, чем на бафы. Логика сборки. Этот билд строится вокруг простой идеи. Чем выше HP Джао, тем сильнее она усиливает команду. Рост HP увеличивает шанс критического удара через ключевой пассивный навык, бонус к урону от эфирной завесы, общую стабильность и выживаемость персонажа. Вы можете собрать Джао с максимальным упором в HP для наилучших бафов, либо немного разбавить сборку восстановлением энергии или крит уроном, если хотите более плавные ротации и чуть больший личный урон. Сколько HP нужно Джао? Для полного раскрытия бонуса шанса критического удара от ее ключевого пассивного навыка Джао требуется 27 тысяч HP. Это значение не является строгим требованием, персонаж остается эффективным и при меньших показателях. Однако, чем ближе вы подходите к этому порогу, тем выше становится итоговый урон всей команды. Проще говоря, HP для Джао — это не просто защита, а основной источник силы. Даже если вы не достигаете максимума, каждый дополнительный прирост HP напрямую повышает ценность персонажа. Лучшие команды и банк-бу для Джао. Джао — крайне гибкий саппорт, который может органично вписаться в разные типы команд. Однако ее максимальный потенциал раскрывается в составах, где союзники напрямую выигрывают от повышения силы атаки, бонуса к урону и стабильного аптайма эфирной завесы. Ниже рассмотрим самые эффективные и практичные варианты. F2P команда с Джао. Состав команды: Джао – защита, Билли – атака, Энби – оглушение. Рекомендуемый банк-бу: Сумма-бу, альтернативы банк-бу, Пакетник, борьбу, перерабу. Это одна из самых доступных команд для Джао, не требующих редких персонажей. В этом составе Джао выступает в роли ключевого саппорта, усиливая Билли за счет бонусов к атаке и урону. Энби отвечает за стабильное оглушение врагов, создавая окна для нанесения урона. Геймплей здесь строится вокруг простого цикла. Джао активирует эфирную завесу, передает бафы команде, после чего Билли реализует усиленный урон во время оглушений. Несмотря на бюджетность, команда показывает достойные результаты за счет хорошей синергии ролей. Атакующая команда с Джао. Состав команды: Джао – защита, Ешуньгуан – атака, Диалин – оглушение. Рекомендуемый банк-бу: Колосок, альтернативы банк-бу, Счастливчик, Револьвер-бу, борьбу, перерабу, Биркблик. Это лучший архетип команды для Джао. В атакующих составах ее ценность возрастает многократно, так как все ключевые бафы идеально ложатся на главного дамаг-дилера. Особенно сильно от эфирной завесы выигрывает Ешуньгуан. Бафы Джао помогают ей быстрее накапливать стаки силы клинка, что напрямую увеличивает как ее урон, так и стабильность ротаций. Диалин, в свою очередь, обеспечивает контроль и оглушение, позволяя Ешуньгуан полностью реализовывать усиленные окна урона. Если вы планируете использовать Джао в эндгейм-контенте, именно этот тип команды стоит рассматривать в первую очередь. Команда аномалии с Джао. Состав команды: Джао – защита, Вивиан – аномалия, Алиса. Рекомендуемый банк-бу: Робин, альтернативы банк-бу, Рыцарь-бу, борьбу. Хотя Джао чаще всего используется в атакующих командах, она также отлично чувствует себя в составах, ориентированных на аномалии. Ее бафы к атаке и урону усиливают вклад обоих персонажей аномалий, а наличие сразу двух таких агентов позволяет регулярно вызывать хаос-урон, который и является основным источником DPS в подобных командах. Джао здесь выполняет ту же функцию, что и в атакующих составах, поддерживает высокий аптайм бафов и создает комфортные условия для ротаций. За счет этого команда наносит стабильный и предсказуемый урон даже без классического атакующего агента. Геймплей и ротации Джао. Джао — это защитный саппорт-баффер, который большую часть времени проводит вне поля боя, но регулярно выходит, чтобы обновить мощные командные усиления и нанести один сильный заряженный удар, после чего сразу же уступает место союзникам. Она не предназначена для постоянного присутствия на поле, ее ценность раскрывается именно в коротких, но очень эффективных выходах. Вся ее механика строится вокруг трех ключевых элементов. Очки обморожения — основной ресурс Джао. Эфирная завеса — источник, состояние, в котором активируются ее командные бафы.
Базовая атака. Окончательный вердикт. Главный источник ее личного урона. Пока Джао находится вне поля боя, она автоматически накапливает очки обморожения каждый раз, когда активный персонаж наносит урон. Как только шкала достигает 100 очков, Джао полностью готова к выходу. Простая смена персонажа на нее запустит навык входа, который тут же израсходует ресурс и активирует эфирную завесу — источник. Во время действия эфирной завесы «Источник» вся команда получает бонус к макс HP и крупное фиксированное увеличение атаки. Джао открывает доступ к дополнительным действиям через быструю помощь. Ее заряженная базовая атака, окончательный вердикт, становится главным приоритетом. Именно поэтому Джао стоит рассматривать как обновляющего бафы саппорта с бурст-уроном, а не как основного дамаг-дилера. Она выходит, активирует усиление, наносит один сильный заряженный удар и сразу же уходит. Фаза вне поля боя, основная часть боя. Большую часть времени Джао просто находится вне поля. Джао пассивно накапливает очки обморожения. Активный персонаж выполняет свою обычную ротацию. Как только шкала достигает 100 очков, Джао готова к выходу. На этом этапе от игрока не требуется никаких дополнительных действий. Важно лишь следить за шкалой ресурса и быть готовым вовремя обновить бафы. Фаза входа и активации бафов. Когда очки обморожения заполнены, вы переключаетесь на Джао. Автоматически срабатывает навык входа. Очки обморожения расходуются, активируется эфирная завеса, источник, давая плюс 5% к макс HP всей команде, плюс 1000 к атаке всей команде. Открывается окно быстрой помощи. Этот момент — ядро всей ротации. Именно здесь Джао приносит основную пользу команде. Во время или сразу после быстрой помощи Джао автоматически начинает использование окончательного вердикта. Атака начинает заряжаться. Вы выпускаете заряженный удар, нанося мощный ледяной урон. Сразу же переключаетесь обратно на основного персонажа. Весь выход Джао занимает минимум времени, но при этом дает максимальный эффект. Ротации Джао. Базовая ротация, самая частая. Это основной сценарий, который используется в большинстве боев. Играете обычную ротацию основным DPS. Джао накапливает 100 очков обморожения вне поля, переключаетесь на Джао. Автоматически срабатывает навык входа. Активируются бафы эфирной завесы. Быстрая помощь, последующие действия Джао. Зажимаете базовую атаку для зарядки окончательного вердикта. Выпускаете удар, переключаетесь обратно. Такая ротация обеспечивает высокий аптайм бафов с минимальными простоями и легко вписывается практически в любую команду. Ротация с усиленной особой атакой или ультимейтом, усиленное обновление. При наличии ресурсов Джао может обновлять эфирную завесу более эффективно. Переключайтесь на Джао при 100 очках обморожения. Используйте усиленную особую атаку или ультимейт. Очки обморожения расходуются, активируется эфирная завеса, открывается быстрая помощь. Джао автоматически переходит к окончательному вердикту. Зарядка, выпуск удара, выход с поля. Этот вариант дает более высокий бурст-урон, упрощает тайминги обновления бафов и делает цепочки быстрой помощи более чистыми и предсказуемыми. Ключевые принципы игры за Джао. Важно помнить, что Джао не должна задерживаться на поле боя. Ее истинная сила в поддержании командных усилений и одном мощном окончательном вердикте, а не в длинных комбо. Большая часть ее набора умений существует именно для того, чтобы подготовить этот заряженный удар. Поэтому правильный тайминг и поддержание аптайма эфирной завесы всегда важнее, чем попытки выжать дополнительный личный урон. Кроме того, Джао крайне сильно выигрывает от вложений в макс HP. Этот параметр одновременно повышает ее шанс критического удара, усиливает бонус к урону для всей команды и делает ее бафы максимально эффективными. Даже если приходится обновлять эфирную завесу ценой ее собственного урона, в долгосрочной перспективе это почти всегда приводит к большему общему DPS команды.